Друзья, приветствую вас. Это дневной выпуск, срочный, по поводу процентной ставки. ЦБ оставил процентную ставку 6%, как и было. На мой взгляд, ее все-таки надо было поднять. Я, конечно, могу ошибаться, но тем не менее, я думаю, это создает определенное давление и на рубль, и на наличие золотовалютных резервов, которые будут таять в том случае, если нефть все-таки не отскочит и не уйдет на 45 и выше. Но вот как результат того, что ставку не подняли, доллар начал расти к рублю. Я думал, что ставку все-таки на 2-3% врубят вверх, потому что это позволит, во-первых, уменьшить девальвацию рубля. Во-вторых, это позволит сэкономить резервы в дальнейшем для того, чтобы их не палить. Ну, как бы бытует мнение, что для того, чтобы облегчить положение бизнеса, ЦБ решил ставку сохранить. Ну, какого бизнеса? Купи-продай. Сейчас практически весь крупный бизнес, он так или иначе аффилирован. И поэтому здесь, я думаю, надо было думать о людях, поднимать ставку. И для того, чтобы курс доллара проседал. Вот. Но этого сделано не было. То есть руководствовались тем, чтобы там не нарушать стабильность и так далее и тому подобное. К чему этот шаг приведет? Он приведет к тому, что если нефть не отрастет в ближайшее время выше 40 долларов за баррель, то мы увидим дальнейшую девальвацию рубля к доллару США и евро. Ну вот уже, собственно говоря, видите, вот ставку сохранили и началось движение вверх доллара. Ну что мы здесь видим? Сейчас пошел отскок по нефти. Вопрос только в том, насколько этого отскока хватит. У меня есть большие сомнения, что этот отскок продлится выше 35-36. То есть, ну, такой большой дисбаланс спроса и предложения по нефти, что, в принципе, она вот сейчас, ну, если только что-то такое произойдет внезапное, например, часть там месторождений выйдет из строя по какой-то причине внезапной, то мы не увидим рост нефти выше 35-36 долларов за баррель. Ниже можем увидеть движение там на 20-15, краткосрочно задерг может быть. Вот. Сейчас соотношение спроса и предложения таково, что цены на нефть они будут низкие. То есть либо какой-то инцидент, который обычно раз в 4 месяца происходит, можете посчитать сентябрь, начало января, следом остается начало или середина апреля. Что-то должно случиться, после чего нефть резко вырастет. Вот такой сценарий, если будет реализован, то все в порядке. Тогда все нормально. С такой ставкой рубль удержится и даже, может быть, пойдет на 74-71. Вот. Но при текущей формации, текущих ценах, такое положение вещей приведет к тому, что будет происходить дальнейшая девальвация рубля. Он останется выше 80 и, возможно, двинется еще дальше. То есть доллар будет укрепляться к рублю. Вот. Но опять же, здесь все зависит от того, как первая половина апреля пройдет. Если в соответствии с ранее обозначенными циклами, когда каждые 4 месяца что-то происходит, то вполне мы можем увидеть в апреле нефть 45-50 долларов за баррель и выше. Если все будет развиваться таким же чередом, как и идет, то есть такое же соотношение спроса и предложения, то мы в ближайшее время увидим дальнейшее обесценивание рубля к доллару. Я даже затрудняюсь здесь назвать цели, но вполне как бы при цене 25-35 долларов за баррель мы легко можем увидеть рубль-доллар 85-86. Насчет выше не знаю, но 85-86 в легкую может дойти. Так, что здесь происходит-то? Но и текущее решение, оно даже при настоящем положении дел по ценам на нефть может привести к тому, что пойдет откат вниз и по индексу ММВБ, и по индексу РТС. Вот. Поэтому если сейчас не будет продолжения роста цен на нефть, то мы увидим сегодня откат и ослабление как ММВБ, так и РТС. Ну вот сшитый фьючерс на индекс РТС, то есть мы видим, здесь вот уже пошел разворот, и цель движения его на уровне 90 150, вот сюда вот, ну как минимум. И на фоне того, если нефть сегодня не пробьет 31 и не закрепится выше 31, то мы увидим, возможно, достаточно приличный откат
по российскому фондовому рынку, акции и так далее. И фактически весь этот рост, он будет нивелирован, который мы видели по акциям. Но здесь вот все зависит от поведения нефти. Вроде бы, может быть, действительно, скажем так, ЦБ что-то знает, чего не знаем мы. Например, что вот, судя по всему, может быть, здесь было сильное накопление, сегодня будет рывок, и нефть, допустим, сегодня закроется на уровне 33. Если такие обстоятельства, то есть нефть будет продолжать расти, то, соответственно, не поднятие ставки, то, что оставили ставку 6%, оно, в общем-то, не окажет сильно негативного влияния на курс рубля. То есть, он так и будет в пределах 73-82 ходить. Вот. Но если все-таки нефть сегодня и на следующей неделе не пробьет 31, и она пойдет вниз к 25-24, пробьет их и пойдет на 20, то такое решение по ключевой ставке, оставить ее неизменной, оно крайне негативно отразится и на курсе рубля, и на фондовом рынке, и вообще на уровне жизни в Российской Федерации. Я все-таки надеюсь на то, что действительно есть какое-то либо понимание ситуации очень глубокое со стороны ЦБ, что нефть действительно сейчас отскочит и пойдет расти и вернется, как минимум, хотя бы выше 35, а оптимально в диапазон 45-55. Может быть, действительно неспроста там началась заварушка в Йемене. Вот, и в ближайшее время произойдут какие-то события, которые охладят пыл саудитов по захвату рынков и бесконечному качанию нефти. Но пока точной информации на этот счет нету, мы можем только предполагать. Вот, глядя на эти объемы, которые по нефти проходят на часовике, я думаю, что все-таки вероятность такая есть, она не очень большая, что нефть потянут наверх. И если это действительно будет так, и вот это движение не захлебнется, не отобьется от 31, то решение ЦБ можно будет назвать вполне грамотным. Если же это сделано наобум, и исходя из того, чтобы, чего не случилось, у нас обычно такая мотивация у многих людей бывает, то тогда это, конечно, не очень хорошо. Поэтому для того, чтобы сделать окончательное суждение, я думаю, надо посмотреть сегодня, как закроется нефть. Если она пробьет 31 и закроется хотя бы вот в этом диапазоне 31,7, 33, это будет хорошим знаком. И то, что ЦБ не увеличил ставку, скорее всего, никак негативно на курс рубля не повлияет. То есть он уже достаточно ослаб к доллару для того, чтобы при таких позициях поддерживать платежный баланс. В том же случае, если мы сегодня увидим отбой нефти от 31 и уход вниз, то вероятность того, что будет движение вверх по нефти, она в общем-то, сворачивается. И здесь придется либо ждать апреля-мая, то есть либо каких-то событий, которые циклично происходят каждые 4 месяца и приводят к внезапному росту цен на нефть, или же к тому, что, скорее всего, судя по природе вот этой пандемии, которая пришла из Китая, она схожа, то есть там, конечно, вирус сам он отличается по структуре строения от гриппа, но все вот эти вирусные заболевания, они характерны тем, что они происходят в холодное время года. То есть, когда наступает теплое время года, весна и лето, то, очень крайне редко, когда бывает пандемия гриппа. И, соответственно, здесь, скорее всего, я думаю, ситуация повторится. Наступление теплого времени года, оно завершит эту пандемию. Я думаю, в мае мы уже не будем слышать ничего о коронавирусе, либо упоминания его будут достаточно нечастыми, и это, собственно говоря, будет способствовать восстановлению мировой экономики, восстановлению спроса на нефть, и здесь начнут происходить более или менее приемлемые события, которые не позволят рублю дальше падать, девальвироваться и улучшат положение на российском фондовом рынке. То есть даже если мы не увидим сильный рост, по крайней мере мы увидим какое-то частичное восстановление от этого падения и самое главное прекращение девальвации рубля. Поэтому здесь остается только сейчас держать, я так думаю, позицию в валюте, или по крайней мере периодически открывать и закрывать, потому что при такой цене на нефть я не вижу, как рубль может укрепиться
против доллара или хотя бы вернуться на ценник ниже 75 рублей за доллар. Но и в самое ближайшее время мы убедимся, либо ЦБ что-то знает о ценах на нефть, чего не знаем мы, или же это было просто действие, лишь бы, скажем так, не совершать никаких резких движений в ожидании того, что все образуется и разрулится само собой. Все, друзья, спасибо за внимание.